Всем привет! Это канал Wild Guitar, и вы смотрите очередной выпуск программы Wild Guitar News, посвященный самым актуальным и свежим новостям из мира гитарной музыки. В этом выпуске вы узнаете о новой серии миниатюрных усилителей производства компании Hughes & Kettner, новом релизе группы AC/DC, гитарах серии Abasi Lorado Legion и многом другом. Если вам понравилось это видео и вы хотите, чтобы ролики с новостями гитарной музыки выходили на регулярной основе, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь этим видео со своими друзьями. Итак, вперед за новостями! И первая новость этого выпуска посвящена новой серии миниатюрных усилителей Spirit Nano производства компании Hughes & Kettner. Гитарные головы, созданные по технологии Spirit Tone Generator, представлены в вариантах Rock, Metal и Vintage, оснащены встроенным симулятором кабинетов и ручкой регулировки параметра Sagging, который создан для насыщения отдельных участков частотного диапазона оконечника, независимо от настроек уровня его громкости. Создав модель Black Spirit 200, компания Hughes & Kettner изменила представление об универсальности и возможностях звучания полупроводниковых гитарных усилителей, и на этот раз компания реализовала технологию Spirit Tone Generator в трех миниатюрных усилителях из серии Spirit Nano. Три модели данной серии, доступные в версиях Vintage, Rock и Metal, имеют мощность 50 Вт, а также встроенный симулятор кабинета Redbox, сигнал с которого выводится через линейный выход размером 1/4 дюйма, а также через разъем для наушников. Что касается характера звучания трех моделей усилителей данной серии, то можно сказать, что каждая из них имеет свое характерное звучание. Модель Spirit of Vintage имеет чистый экранчевый звук в стиле 50-х и 60-х годов прошлого века. Модель Spirit of Rock дает возможность получить пресловутый Brown Sound, в то время как модель Spirit of Metal придется по вкусу всем поклонникам тяжелой музыки. Серия Spirit Nano уже доступна для заказа по цене $239 США или 199 евро за каждую из моделей. А дополнительную информацию можно получить на официальном сайте компании Hughes & Kettner. Ссылка в описании. А следующая новость этого выпуска посвящена новому релизу от ветеранов хард-рока группы AC/DC. В этом месяце легенда классического рока выпустила клип на свой новый сингл Shot in the Dark и подтвердила выход нового альбома Power Up, который должен выйти 13 ноября. Как и следовало ожидать от ветеранов хард-рок сцены из Австралии, песня Shot in the Dark – это классический хард-роковый боевик в традиционном звучании группы AC/DC. Название немного дерзкое, потому что все мы любим немного выпить ночью или сделать что-то от балды, заявил гитарист группы Ангус Янг в интервью журналу Rolling Stone. Я был очень рад, когда звукозаписывающая компания услышала этот сингл, и что они посчитали, что это очень сильная песня, и она должна быть первой песней альбома, которую услышат люди. Ранее на этой неделе продюсер Майк Фрейзер подтвердил, что новый альбом группы будет включать идеи рифов, сочиненных покойным ритм-гитаристом группы Малкомом Янгом. Помимо композиции Shot in the Dark, в альбом Power Up войдет 12 треков. Альбом Power Up уже доступен для предварительного заказа. А следующая новость стала настоящим потрясением для всех поклонников современной гитарной музыки и многих гитаристов по всему миру. Виртуоз электрогитары Эдди Ван Хален умер в возрасте 65 лет после безуспешной борьбы с раком горла. Его сын, басист группы Ван Хален Вольфганг Ван Хален, подтвердил эту новость в Твиттере постом, в котором он написал: «Не могу поверить, что мне приходится писать это, но мой отец, Эдвард Лодовик Ван Хален, проиграл давнюю тяжелую битву против рака этим утром. Он был лучшим отцом, о котором я когда-либо мог мечтать. Каждый момент, который я делил с ним на сцене и за ее пределами, был подарком судьбы. Мое сердце разбито, и я не думаю, что когда-нибудь полностью оправлюсь от этой потери. Я так люблю тебя, папа». Изначально Ван Хален прошел курс лечения рака горла в 2000 году, а в 2002 было объявлено о том, что он полностью излечился от рака. В сводках информационных агентств говорилось, что рак вернулся в конце прошлого года. Эдди Ван Хален был широко известен как один из гитаристов-новаторов. Не так давно он был признан 4-м номером в списке величайших рок-гитаристов всех времен по версии журнала Total Guitar. Он стал популяризатором приема игры под названием тэппинг и проложил дорогу целой плеяде выдающихся гитаристов-шредеров, показав на личном примере то, как ярко и мощно может звучать электрогитара. Эдди Ван Хален родился в Амстердаме 26 января 1955 года. В феврале 1962 года вместе со своим старшим братом Алексом Ван Халеном он эмигрировал в Пасадену, штат Калифорния. Основы группы Ван Хален были заложены в 1972 году.
когда Алекс и Эдди основали группу Genesis, а позже группу Mammoth, в конечном итоге изменив название на Ван Хален с приходом фронтмена Дэвида Ли Рота и басиста Майкла Энтони в 1974 году. Звездная репутация группы принесла ей контракт на запись с лейблом Warner Bros. В 1977 году, что привело к созданию их знакового дебютного альбома, а Эдди стал культовым гитаристом благодаря легендарному соло в композиции Eruption. А затем был целый ряд успешных и легендарных альбомов, сотрудничество с Майклом Джексоном, смена состава группы Ван Хален и воссоединение с оригинальным вокалистом группы Дэвидом Ли Ротом в 2012 году. Вместе они выпустили последний альбом группы A Different Kind of Truth. Группа гастролировала в поддержку этого альбома, завершив свои последние концерты в октябре 2015 года. Наследие Ван Халена невозможно переоценить. Его пробивные рифы, виртуозные соло и инновации в гитарном оборудовании повлияли на многих гитаристов современности, последовавших за ним, и навечно вписали его имя в историю гитары. Вечная память. А следующая новость посвящена выходу нового альбома знаменитого фанк-гитариста Кори Вонга, в записи одной из композиций которого также поучаствовал Джо Сатриани. Кори Вонг, безусловно, один из самых плодовитых гитаристов на планете в настоящее время. Человек-фанк с летающей правой рукой выпустил в октябре этого года свой очередной релиз под названием The Striped Album, название которого можно перевести как «полосатый альбом». Композиция Massive стала первым синглом из этого альбома, в которой свой талант в области импровизации в очередной раз проявил Джо Сатриани, который продемонстрировал свою мощную блюзовую фразировку с использованием сольных проходов с эффектом вау-вау на фоне плотных фанковых вампов, написанных Вонгом. «Джо – один из лучших гитаристов, с которыми мне когда-либо доводилось работать», – заявил Вонг. «Я работал над подготовкой материала для моего нового альбома, и у меня была песня, которая идеально ему подходила. Мы с Джо никогда не встречались лично. В первый раз мы встретились в конференции Zoom ближе к началу периода самоизоляции. Мы поддерживали связь, и он прислал мне самые захватывающие треки, которые мне когда-либо доводилось слышать. The Striped Album вышел 23 октября. Дополнительная информация на сайте Кори Вонга. Ссылка в описании». В октябре месяце компания Bassy Concepts, созданная современным гитарным виртуозом и по совместительству лидером группы Animals as Leaders Тосином Абаси, представила новую линейку электрогитар Larada Legion, являющуюся более доступной версией линейки Larada. Новая 7-струнная и 8-струнная версии модели Legion продаются по цене от $1799 США. Новые модели гитар из данной линейки имеют корпус из липы, гриф, изготовленный из венги, накладку из черного дерева и звукосниматели Fishman Fluence Tosin Abasi. Также новые модели гитар снабжены накладками с комбинированным радиусом, веерными ладами и фирменными локовыми колками производства компании Abasi Concepts. 7-струнные и 8-струнные модели Legion выпускаются в цвете Charcoal Burl с верхом из шпона капа тополя, а также в ограниченном количестве экземпляров в расцветке Blue Sage, Overcast и Aquaburst, также с верхом из шпона капа тополя. Larada 7 Charcoal Burl доступна по цене $1799 США, а Larada 8 Charcoal Burl по цене $1899 США. Все 7-струнные и 8-струнные гитары с лимитированной расцветкой предлагаются по цене $1999 США, и все модели поставляются в комплекте с кейсами. Для получения дополнительной информации переходите на сайт компании Abasi Concepts, ссылка в описании. И последняя новость этого выпуска посвящена выходу нового альбома рэпера, который внезапно стал панком, а именно Machine Gun Kelly под названием Tickets to My Downfall и его высказываниях в социальных сетях и интервью по поводу популяризации гитарной музыки. Альбом известного рэпера, а теперь еще и поп-панк исполнителя, уже взобрался на первые строчки хит-парадов, и, судя по всему, у Machine Gun Kelly появились серьезные амбиции в сфере рок-музыки и гитарной музыки в целом. В одном из интервью рэпер подробно рассказал о замешательстве руководителя лейбла Interscope, когда объявил о своих планах записать поп-панк альбом, и после этого начал танцевать на столе в конференц-зале под аккомпанемент своих записей. «Я там, наверху, распространяю среди людей свою страсть и веру в музыку, которую исполняю». Такой твит опубликовал музыкант и подвергся шквалу насмешек.
Но несмотря на критику и насмешки, альбом Tickets to My Downfall занял первое место в чартах США. Это первый альбом Machine Gun Kelly, на котором он сыграл на гитаре. Как заявил исполнитель в одном из интервью, он хочет вдохновить новое поколение молодых людей на приобретение музыкальных инструментов и создание музыкальных коллективов. «Я хочу, чтобы молодые ребята не боялись брать в руки гитары и пробовать играть», заявил Machine Gun Kelly. Надо сказать, что в детстве будущая звезда рэпа обучалась игре на гитаре, а будучи подростком, Келли играл в составе поп-панк группы, исполнявшей музыку, близкую по стилю к музыке группы Blink-182 под названием Dumb Bunny Trio. Затем Machine Gun Kelly потерял интерес к гитаре и снова вернулся к игре на этом инструменте уже в 2017 году. Он заявил о том, что вернулся к року благодаря барабанщику Трэвису Баркеру, а также британскому поп-рокеру Youngblood'у, о котором он сказал следующее: «Мы были как Элтон Джон и Джимми Хендрикс в свое время». Ну что ж, будет интересно понаблюдать за тем, чему еще приведут Machine Gun Kelly его эксперименты с электрогитарой. Ну а на этом очередной выпуск программы Wild Guitar News подошел к концу. Играйте на гитаре, слушайте хорошую музыку, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал. До встречи в следующих выпусках.